Всем снова здрасте. Задумал сделать такую полезную в хозяйстве вещь, как медный молоток. Хочу сделать сразу два. Есть две заготовочки. Самое непростое, что мне здесь видится, это просверлить отверстие под держак. Заготовка держака тоже есть. Вот, наверное, большеватая будет. Нужно будет ее как-то уменьшить. Это похоже на березу. В принципе, думаю, державочка будет неплохая. Для этой цели, чтобы просверлить, нужно снять один кулачок с патрона. Для чего это нужно? Что вот так заготовку никак ее больше не зажмешь. Так она эксцентриком будет. А так слишком близко к краю. Ну, допустим, если так зажать, центр получается вот здесь. Поэтому я сниму вот этот кулачок, чтобы можно было двигать заготовку в нужном мне направлении. Начну с большого молотка. Ну, достаточно любой из кулачков вытащить. Какой первый пойдет. Вот. Третий. Все правильно. Третий должен выходить первый. А теперь можно зажать спокойно. Но, правда, не знаю, как насчет спокойного сверления. И опять же надо определиться, где будет центр. И каких размеров молоточек сделать. Так как надо будет сверлить два отверстия, нужно делать не соосно. Ну, все на грани интуиции. Не знаю, никогда такого не делал. Что как лучше, непонятно. Вот хорошо, что здесь оно упирается в канал кулачка. Немного будет под углом, но это хорошо. С другой стороны я также просверлю. Также сделаю под углом. Будет два отверстия здесь и здесь. То есть получится все как положено. Державка будет клином расклиниваться и будет крепко держаться. Вот так будет в самый раз. Так, нужно хорошенечко зажать деталь, чтобы ее не вырвал. И пробовать потихоньку рассверливать. Ставим сверлышко и вперед. Оборотики большие не делал. Обороты где-то 180. Все выставил, затянул детальку, можно сверлить дальше. Опять же нужно центрануть. И можно продолжать обработку дальнейшую. Два отверстия есть. Теперь их нужно соединить воедино. Эта перемычка не будет проблемой. Выпилю ее ножовкой и напильничком обработаю вручную. Ну, до кучи, раз уж так дело пошло, сделаю молоточек из латуни тоже. Он более жесткий будет. А ручку сделаю на резьбе немножко другую. Те будут деревянные, медные.
а здесь ручка будет на резьбе. Ну и соответственно выточу ручку из металла. Отверстие после ножовки по металлу. Ну тут дальше уже только напильничком. Больше никак. Обрабатывать напильничком оказалось очень непродуктивно. Медь опять же вязкая. Напильник сразу залипает. Даже со смазкой. Медь хоть и вязкая, но мягкий металл. Заточил зубильце поострей. Попробую им вырубить отверстие. Угу. Вот зубилом немножко даже лучше идет, по-моему. Так что им я и буду рубить. Сам процесс тяжело снимать, но вот так он выглядит. Идет вырубка зубилом, окончательная вырубка отверстия. Здесь сделаю все точно так же. Просто берется зубило и вырубается. Так как медь мягкая, для нее это, ну, как мне показалось, самый простой способ доработать отверстие. Так как напильником, ну, сильно муторошно, все зализывается. Как-то не очень получается. Сейчас доработаю, а напильничком уже шлифану, чтобы было гладенькое. Вот лишний металл. Так, ну отверстие под ручки я своял. Очень неплохо они, так скажем, получились. Все, отверстия гладенькие более-менее. Ну, потом я до ума доведу, когда уже полностью все обточу. Пока делал отверстие, покорежил еще больше наружные стороны. Ну, не беда, это все будет еще обтачиваться. Может, с нержавеечки сделаю под латунный молоточек металлическую ручку. Посмотрим. Тоже нарезана резьба. Вот, осталось зажать, все обточить, чтобы было красиво. Вот, и можно будет собирать молотки. Резец заточил следующим образом. Сделал вот этот угол поменьше. Угол врезания очень острый. Сделал очень маленькое закругление. Ну и все довел на алмазе, чтобы было гладенькое. Советуют по меди полировать. В принципе, и так очень гладкое. Посмотрим, как получится. Сошь использовать не буду, так как нет пока системы подачи ее. Но все в будущем будет еще. Все равно как-то сейчас же надо работать, хоть сожи и нет. Сначала сделаю маленький молоточек. Оборотики поставлю, ну, где-то около 1000 оборотов в минуту.
Ну, в принципе, не так уж и плохо идет. Так, ну и надо попробовать чистовой проход. Опять же смазать и сделать максимальные обороты. 1400 оборотов в минуту. Кто-то говорит, зачем они нужны, ты ж не пятилетку гонишь. Ну вот, например, для таких целей. Раз уж снимаю для YouTube, пришла мысль полирнуть все это дело. Для начала обработаю наждачкой. Станину нужно защищать от абразива. Шлифанул наждачками. Поверхность уже гладенькая, но еще не полированная. Сейчас буду полировать. Покажу вам очень быстрый способ полировки. Чтобы быстро полировать, нужен быстрый инструмент. Полировать буду вот таким кругом. Насаживается он на болгарку. Постоянно он у меня отлетал, так как от перегрева клей разогревается и он отлетает. Поэтому я его прикрутил саморезами с заглублением. Шоркать, по идее, не должен, но и отлетать не будет. В общем, получается, будем полировать 11 тысячами оборотов в минуту. Конечно, дело довольно-таки, скажем так, опасное немножко, потому как надо следить. Держать ухо востро, обязательно защита очками, лучше маской. Но зато получается сверхбыстрая полировка в зеркало. Как-нибудь сниму отдельное видео на эту тему. Ну а пока в рамках изготовления молотков сможете все увидеть. Станину защитил дополнительно картонкой, так как тряпки может намотать на болгарку. Она как пылесос в себя все втягивает, может и тряпку притянуть, присосать. В общем, поехали. Надо пробовать. Ну, в общем, судите сами. Какая получается полировка. Плюс, повторюсь, я немного не доготовил деталь. Все равно таким методом настолько быстро болгарка хавает ее, что все равно оно полирует, даже несмотря на какие-то риски оставшиеся.
упала деталюшка. Хотелось бы, конечно, чтобы она не падала. Так, ну первый молоточек полностью готов. Посмотрим, что получилось. Вот сколько срани налетело от круга. Тут есть острые части, и круг, когда цепляет их, он может как бы, ну, просто, грубо говоря, с него летит всякий шмурдяк. Ох, какая горячая. Так, сейчас протрем и посмотрим. Большой буду делать, в принципе, по той же системе, только его я немного обработаю, чуть по-другому. Вот, он будет иметь более интересную форму, не такую простую, как этот. А так все то же самое. Также его полирну потом. Ну, в общем, предварительно молоточек будет иметь вот такую форму. Теперь осталось его только обточить более гладенько и отполировать. Так, ну не прошло и 20 минут. Снимаем деталь. Опять же, она очень горячая. Теперь ее даже надо правильно обтирать, иначе можно поцарапать заново. Сейчас я ее чуть остужу. Медь довольно-таки быстро остывает. Металл с очень хорошей теплопроводностью. Ну и смотрим. Вот так. Даже пар идет.
Ну а теперь надо обтереть ее. Обтирать лучше всего тряпочкой из микрофибры. Что все остальное только размазывает пасту. Ну, в общем, смотрите, что получилось. Смотрите сами. Вот один молоток, вот второй молоток. Два таких вот молоточка. Осталось, собственно, третий доделать из латуни. Вот его заготовка. И сделать ручки. Думал, работенка будет простая, но отняло немного времени. Провозился целый вечер, чтобы получилась такая красота. Это первый маленький молоточек. Осталось сделать ручку, и он будет готов. Это латунный молоток. Латунь она более твердая. Ручку сделаю металлическую. Ну, так, для разнообразия, скажем так. И большой молоток. Получился очень красивый. Массой где-то в килограмм. В общем, своей работой я доволен. Правда, заняла она целый день. Ну, что делать, если что-то хочешь сделать качественно, на это, даже на такую простую вещь, как молоток, придется затратить определенное количество времени. Всем, кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Обещаю, что дальше будет еще интересней. Ну а пока, всем пока, до свидания.